Друзья, здравствуйте! Я адвокат Жуков Иван Иванович. Сегодня поговорим о разделе имущества супругов в судебном порядке. Согласно действующего семейного законодательства, все имущество, приобретенное супругами после заключения брака, считается их общим имуществом. Здесь речь идет именно о браке, зарегистрированном в органах ЗАГС. Если брак не зарегистрирован, то приобретенное имущество принадлежит тому супругу, на кого оформлено право собственности. Если это счет в банке, то деньги, соответственно, принадлежат владельцу счета. В случае раздела общего имущества зарегистрированных супругов, их доли являются равными по 1/2. Что обычно делят супруги? Это, во-первых, недвижимость, автомобили, деньги на счетах в банках, долги по кредитам. Наличные денежные средства через суд обычно не делят, так как их практически невозможно отследить. Количество общего имущества, подлежащего разделу, определяется на дату фактического прекращения брачных отношений. Именно время фактического прекращения брачных отношений является одним из важнейших предметов спора в суде при разделе имущества. Эта дата не всегда совпадает с датой расторжения брака. Как правило, прекращение брачных отношений наступает намного раньше. Разделу подлежит имущество, которое было в общей собственности супругов именно на эту дату. Суд связывает фактическое прекращение брачных отношений с прекращением ведения общего хозяйства, то есть супруги еще до расторжения брака перестали расходовать средства на общие цели, перестали совместно планировать какие-либо мероприятия и тому подобное. Возможно, разъехались по разным квартирам в целях прекращения брачных отношений. Суд устанавливает эту дату на основании, как правило, переписки между супругами. Сейчас это делается в основном с использованием мессенджеров, СМС-сообщений. Также могут быть использованы свидетельские показания. Если разделу имущества предшествовал бракоразводный процесс в суде, то опытный юрист обязательно укажет в исковом заявлении о расторжении брака наиболее выгодную для его доверителя дату фактического прекращения брачных отношений и будет всеми способами доказывать ее. Если это ему удастся, то нужная доверителю дата будет указана в судебном решении о расторжении брака. Тем самым дата фактического прекращения брачных отношений будет уже установлена вступившим в законную силу предшествующим судебным решением. В этих случаях ее доказывать в суде по разделу имущества уже не требуется. Почему стороны спорят о дате фактического прекращения брачных отношений? Споры происходят в основном при наличии каких-либо движений с общим имуществом супругов в период незадолго до расторжения брака. Так, если квартира или машина была продана до фактического прекращения брачных отношений, вырученные деньги, если, конечно, они не легли на банковский счет одного из супругов, растворились в семейном бюджете и взыскать их с супруга невозможно. А если совместное имущество супругов было продано одним из них уже после фактического прекращения брачных отношений, то он обязан отдать 1/2 стоимости другому супругу. Аналогично с деньгами на банковских счетах. Если они были сняты до фактического прекращения брачных отношений, они пропали. Если после, супруг должен отдать половину суммы, находившейся на счете на дату фактического прекращения брачных отношений, другому супругу. Теперь расскажу про то, что делается с долгами супругов. Долги, так же как и остальное имущество, делятся пополам. Допустим, в браке муж взял кредит 1 миллион рублей. В браке он выплатил 500 тысяч рублей. Эта сумма считается выплаченной обоими супругами, и про нее при разделе имущества нужно забыть. А вот оставшиеся 500 тысяч рублей суд признает общим обязательством супругов и делит его пополам по 250 тысяч рублей для каждого. Однако кредитный договор заключался с банком, и суд без согласия банка не может внести в него никакие изменения в части количества должников. Следует знать, что ни один банк никогда не согласится разделить кредитные обязательства одного должника, особенно если он платежеспособный.
Поэтому в нашем примере после признания судом оставшейся задолженности общим обязательством супругов муж так и будет выступать одним плательщиком по кредитам перед банком. Если удастся договориться с женой о том, чтобы она платила свою половину, то это хорошо. Если нет, супруг должен будет самостоятельно гасить долги перед банком, однако он вправе после оплаты какой-либо части долга или после полного погашения оставшейся суммы кредита через суд взыскать с супруги 1/2 выплаченной банку суммы. В заключение добавлю, что не все имущество, полученное в браке, является совместной собственностью супругов. Так не является совместной собственностью имущество, полученное одним из супругов по безвозмездным сделкам, например, дарение, наследование, приватизация. Также не делятся личные вещи каждого супруга, за исключением предметов роскоши. Имущество, приобретенное для детей, также не делится и остается у супруга, с которым проживает ребенок. Если вам было интересно, подписывайтесь на мой канал. Если появились вопросы, пишите, звоните. Я обязательно на все вопросы отвечу в следующих роликах. Спасибо, что были с нами. Удачи. До свидания.